Ребята, привет! Доброе утро всем, хорошего настроения. С утра у нас сегодня очень тепло, 15 градусов, вообще великолепно. Только что выключили свет, но я успела попить кофеек. Сварила кашу, иду к маме. Плохо спала сегодня. Были тревоги, сын вышел в коридор и сидит. А я думаю, или мне кажется, или кто-то в коридоре сидит. Говорю: Костя, это ты? Он говорит: да. Я говорю: иди спать, завтра в школу. Сейчас вот тревога. Они, наверное, естественно, они в бомбоубежище. Надеюсь, что скоро закончится. Видите, я прям куртку расстегнула, потому что теплый ветер есть, но он такой теплый-теплый. Слушайте, сегодня день борьбы с ожирением. Все, кто сейчас на этом пути, всех хочу поддержать. Я тоже встала на весы, но ожирения там не увидела. А наоборот, расстроилась, потому что увидела 53 килограмма. Но это я потому, что сейчас нервничаю из-за мамы. Поэтому я, когда нервничаю, я всегда худею. Это у меня такая взаимосвязь моего ЖКТ и нервной системы. Надо успокоиться, тогда начнется набор веса. Муж сегодня с утра по работе был у моря, выслал мне видео, сейчас вам тут вставлю его. Волна есть, он пишет, что до 2 метров. Ну, может, там где-то в глубине. Море шумит. А так визуально у берега не скажешь, что до 2 метров, судя по его видео. А так, прекрасное настроение, бодрое утро. Сейчас, конечно, придется поработать, покормить маму, переодеть. Надеюсь, что за ночь там ничего не случилось. Никаких неприятностей. Что вам хотела еще рассказать? Включила социальные сети. Пишут, что 14 гербер сегодня на нас летело, в нашу сторону. И часть из них залетела на территорию Молдавии и Румынии. Вообще. Так что вот так вот. Почитала, что это за герберы. Ну, крыло от этой герберы я видела на пляже. Это такие 2-метровые устройства с размахом крыльев 2,5 метра, которые могут нести на себе 5 килограмм взрывчатки. Ну, в большинстве случаев они служат как для разведки и как обманки для отвлечения ПВО. И очень часто их запускают именно днем, чтобы стащить ПВО. Вот такая вот фигня, малята. У нас об этом уже знают даже домохозяйки. Вот так, ребят. Слушайте, что-то никого. Все по работам разъехались, по школам разошлись. Слушайте, вот прям тепло-тепло. Замечательно. Посмотрим, что день грядущий нам готовит. Но вообще надо будет следующую ночь хорошенько выспаться. Потому что у меня так, одну ночь я сплю нормально, более-менее, как прошлую. А эту что-то прям вообще. Ребят, читаю комментарии. Опять Эрефия там изощряется со своими версиями. Если вам это интересно, пишите. Почитаем. Но я никого не баню. В бане у меня никто не сидит. Но если уже будут совсем... я надеюсь, что YouTube оскорбления не пропустит. Такие жесткие. В основном это же провокационные вопросы. А что вы делаете на канале блогера из Украины? Что, подсматриваете? Так, все, ребята, я практически пришла. Отключаюсь. Потом поговорим. Я капец как устала. Натягалась ее. Поменяла памперсы, накормила. Ой, что-то так стало
темно. Теперь 2 стирки у меня. Сейчас постираю, пойду. Потом вечером опять приду кормить, переодевать. Нелегкая эта работа. Остался 1 укол Вектрала на завтра. Все, укол заканчиваем. 10 дней уколола. Одна ампула осталась. А этот через день колю, надо целый месяц колоть. Ну и 3 фазы, если отеки будут. Завтра уколю вот эти 2. Не знаю, а Гиптрал еще будем 2 месяца пить в таблетках. Ну, уже вроде лучше, но она не хочет двигаться. Я уже справилась, что похолодало, мне кажется. Иду, надо купить в магазинчике салфетки антибактериальные. Ну, удобно с ними ухаживать за телом. Не, ну мою, конечно, и плюс салфетками. И что-то я еще хотела. Жидкость для мытья посуды. Вот что я хотела. Сейчас у нас есть свет, все нормально. Его даже раньше включили, чем я думала. Уже елочки вовсю. Так, а где салфетки? Салфетки. А вот, нет, это для уборки. Мне вот такие нравятся тоже. Я себе взяла. Сейчас поищу. Они, по-моему, в салфетках там. Так. Вот эти, как раз на них скидка 68 гривен. Антибактериальные. Я вот эту пачку возьму. Что я еще хотела, да подумать. А мне надо тряпочки такие. Вот есть. Так, 3. Нет, вот эти, наверное, возьму. Для мытья. Кэшбэк еще есть. Губки у меня есть. Так, и вот маме, наверное, надо еще пакеты взять. Для смытья. Вроде все. До начала зимы осталось 4 дня. В Одессу уже приперся Дед Мороз. В телеграм-канале пишет. Ой, поднимают нам настроение. Девочки, ветер, мальчики. Хотя тепло, но ветер холодный. Ребята, у вас есть балконная фобия? У меня в детстве была. Я детство прожила до 17 лет, с 8 до 17 лет на 5-м этаже в 5-этажке. У нас был такой открытый балкон. Ну, такой, мы его не стеклили, ничего. Но я когда выходила, вот так вот, знаете, вот аккуратно, и смотрела вниз. Мне вот сейчас на 10-м у меня вообще не страшно. А дома было страшно. Я не знаю почему. Если выходили всей семьей, какой-то праздник там, в хорошую погоду, постоять на балконе, я убегала. Мне кажется, он сейчас оборвется. И вот вчера открываю новости на Новосельского. Ну, там, конечно, старый фонд. 2 женщины вышли на балкон, и он обрушился. И, в общем, они упали вниз. Мне прямо аж дурно стало. И сегодня читаю, одна из женщин в больнице скончалась. Их доставили в больницу вчера. И вот сегодня одна из них скончалась. И задают такой вопрос, типа, есть ли у вас такая фобия? И я вспомнила, что у меня в детстве такая фобия была. Сейчас даже я выпираюсь на 25 этаж у знакомых. Мне не страшно почему-то. А вот в детстве было страшно на 5-м. Мне казалось, вот когда папа стоит, я, брат, мама, и папа с мамой такие в теле, мне казалось, что сейчас мы рухнем туда вниз. Представляете? Может, потому что он был не застекленный, как бы вот здесь были только вот эти плиты, знаете, такие квадраты. Там 3 квадрата и 2 по бокам. Но я очень боялась даже сама, когда выходила вешать белье. Такая странность, представляете? Хотя у нас балконы в тот момент не рушились, и как бы случаев таких не было.
Ну, в историческом центре Одессы такое случалось, когда я приезжала и гуляла по центру Одессы, а я из пригорода, то я как бы это видела и боялась под балконами. Да я и сейчас боюсь идти в историческом центре под балконами. Мне сейчас кажется, что сейчас какой-то отвалится кусок и упадет мне на голову. И вот, пожалуйста, на Новосельского вчерашнее происшествие. Капец. Со смертельным исходом, с летальным исходом. Это просто жесть. Вот так вот. Аккуратно смотрите. Кто в старом фонде живет, смотрите очень аккуратно. Уж не выпирайтесь вы на эти старые балконы. Страшно. Я прям заинтересовалась, бывает ли балконная фобия. И искусственный интеллект мне тут написал, что балконной фобии не бывает. Ну, как бы это не отдельный диагноз, а проявление акрофобии, то есть иррационального или навязчивого страха высоты. Люди с акрофобией боятся балконов, как и других возвышенностей, вроде мостов, крыш или высоких зданий, и испытывают при этом сильную тревогу, головокружение, тошноту или панику. Вот так вот. А я вам еще расскажу. Мы прошлой весной с родственницей поехали в Дрезден и посетили парочку экскурсий. И в одной из экскурсий надо было подняться высоко на ратушу, там в центре Дрездена, забыла, как она называлась. И там так интересно, идешь, и такой сначала пологий подъем внутри ратуши, так идешь, 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 и потом уже все ниже, ниже потолки, и потом уже это все переходит прям в такую, знаете, в такой трап. И ты выходишь на смотровую площадку, и тебе перед тобой открывается весь Дрезден. Так вот, на полпути моя спутница, просто ей стало плохо. Вот я только сейчас поняла, что у нее вот эта акрофобия. Представляете? Акрофобия. Я ее поддерживала. Я говорю, как же так? Ну мы приехали первый раз. Может быть, мы вновь сюда не приедем, так не случится по жизни. Ну пошли, пошли. Никакие мои уговоры не действовали. Я ее водой отпаивала. В общем, мне пришлось ее оставить. Она пошла вниз. А там не было даже окон. То есть внутри башни ты идешь. Я вот сейчас поняла, что человеку реально было плохо, а я все думала, что она выпендривается. Представляете? Таша, извини, пожалуйста. Не, ну я, конечно, не смеялась над ней, ничего. Мне просто было жаль, что она была инициатором этого восхождения, этого приключения. И в итоге на полпути вот так раз и все. Я сначала думала, она прикалывается, а нет. Представляете? Я в шоке. Вот я знаю, что многие вот на колесе обозрения не могут кататься. Вот до верхней точки доезжают, и им становится плохо. Ну, что нет, то нет. Честно говоря, я даже не укачиваюсь. Мне один раз было в детстве, лет в 11 плохо. Помните, была такая карусель, ты становишься и спиной там стоя стоишь, как она называлась, центрифуга, по-моему, и так стоишь, и спиной прижимаешься, и потом вот это оно крутится вот так, ты видишь только напротив стоящего, и меня как начало подходить, я папе кричу, папа рядом стоит, что типа, остановите землю, я сойду. Ну, а там же шумно, и это вот быстро все мелькает, и он мне говорит, дыши, 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 глубоко дыши, пью кофеек. Я стою в карусели. Вот это был единственный раз. Больше как бы такого не повторялось. Я захожу на высокие здания. У меня может одышка быть из-за моей аритмии, когда слишком высоко идешь. Но вот этого головокружения, фобии, это нет. Так что все, выяснили. Пишите комментарии, ставьте лайкосики, подписывайтесь. Нас уже, кстати, ребята, обещала же вам говорить статистику. Нас уже прибыло. Каждый день по чуть-чуть канал растет. Ой,
творческая студия. Где ты там? Нас 57 подписчиков. Приятно с вами познакомиться. Просмотры растут. Число зрителей на канале увеличивается. Кто не знает, этот канал экспериментальный, созданный мною так для души. Чисто вот пройти этот путь с нуля во второй раз, без всяких коллабораций и всяких продвижений, накруток и прочего, прочего, прочего. Ну, основной канал свой я тоже делала точно так же, долго и нудно. И сейчас на нем приличное, ну, как для меня, приличное количество зрителей и подписчиков. Все, всех обнимаю, всем мира и добра. До встречи в комментариях, до встречи в новых видео. Сдерживайте себя и не пишите глупость. Уважайте себя и уважайте хозяйку канала. Помашите ручкой в комментариях.